Всем большой привет! Меня попросили связать для детской кроватки одеяльце и подушку, но не в этом суть. Я решила связать двухцветным тунисским узором и хочу вам сегодня показать, как я это делаю. Видео для начинающих, поэтому кто увлекается тунисским вязанием, я думаю, будет интересно. А также у меня есть дополнение по тунисским крючкам. Кто-то об этом спрашивал, поэтому в конце видео я обязательно об этом расскажу. Напоминаю, что при тунисском вязании не разворачиваемся, а вяжем по лицевой стороне, то есть справа налево и слева направо. Сейчас у меня в работе светлая нить и вяжу справа налево. Просто провязываем петли за петли контрастного цвета и оставляем на крючке. И так доходим до конца ряда. Я подхожу к концу ряда, и смотрите, здесь вот нужно будет еще подцепить кромочную петлю. И меняем нить на фиолетовую, перекрещиваем, провязываем петлю подъема, а далее протягиваем рабочую нить через 2 петли. То есть мы провязываем слева направо, тем самым закрываем все петельки. И далее опять повторяем. Чем хорош тунисский способ, не нужно высчитывать количество набранных петель, потому что раппорт узора у нас только в высоту, и его всего 2 ряда. Довязываем фиолетовым цветом до конца ряда и меняем нить. Получается, вяжем одним цветом по 2 ряда и чередуем. Ну и вот так узор смотрится с изнанки, очень похож на вязание обычным крючком. Теперь по поводу крючка. Я вязала крючком 5,5 мм, и если сравнивать с нитью, то он намного толще. Я не знаю метраж, история об этом умалчивает. Ну, где-то примерно в 100 граммах 300 метров. Полотно при тунисском вязании получается достаточно плотным, поэтому не переживайте, не вытянется. Тунисские крючки имеют достаточно длинную, но будем так говорить, леску. Если точнее быть, то трубочка, что позволяет вязать крупные изделия. На конце заглушка. Вот, ну еще хотела дополнить по отзывам об этих крючках. Просто когда-то в одном из видео я показывала набор таких крючков и сказала, что они немножко неотесанные, то есть какие-то зацепки есть, и переживала, что будет цепляться нить. Но на самом деле я ими очень довольна. Я, правда, всеми не вязала, но какими вязала, могу сказать, что они совершенно не цепляются за пряжу. И провязав ими пару раз, они стали гладенькие. И на месте стыков я тоже не вижу никаких проблем. В общем, я ими вяжу с удовольствием. Я надеюсь, вам было полезно мое короткое видео. И буду рада, если вам пригодится та информация, которой я с вами поделилась. Я вам желаю всем хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!